Дорогие друзья, дамы и господа, в этом 10-м эпизоде моего романа-ремейка «Я жена Асура» я продолжу представлять историю разлученной вечной пары. В предыдущих эпизодах я писала, как жена из этой разлученной вечной пары уничтожила 40 наисильнейших грозных асуров в ассурических мирах. Каждый раз она следовала одному и тому же сценарию, таким образом провоцируя асуров на то, чтобы они прокляли ее. И эта стратегия сработала. Асуры прокляли ее на то, чтобы ее настоящий муж сделал бы с ней то, из-за чего она уничтожила тех 40 асуров. Это проклятие призвано было положить конец первому проклятию, которое разлучило эту вечную пару. И в этом 10-м эпизоде я представлю нечто особое, что должно было смягчить роковое действие этого второго проклятия на эту разлученную вечную пару. Итак, в этом романе-ремейке «Я жена Асура» я вечная жена. У меня есть вечный муж. И мы с ним вечная пара. И вот я, уничтожив 40 асуров в ассурических мирах, получила проклятие от асуров. Это было уже второе проклятие, потому что первое проклятие я получила давным-давно, много жизней до этого, и оно разлучило меня с моим вечным мужем. Второе проклятие нужно было мне для того, чтобы положить конец первому проклятию. Но второе проклятие несло с собой фатальные последствия, которые нельзя было допустить. И чтобы второе проклятие все же было исполнено, но без фатальных, роковых, страшных последствий для меня и моего вечного мужа, нужно было что-то особенное. И этим особенным могло быть только великое благословение. И это благословение суждено было получить моему вечному мужу, который вследствие действия первого проклятия, разлучившего нас с ним, стал асуром. Для того, чтобы ему пришла идея о получении им благословения, я стала проявляться в его жизни. Он стал чувствовать мое незримое присутствие. Как-то сквозь пространство, будучи далеко от него, я на каком-то энергетическом плане бытия приходила с ним в соприкосновение. И он ощущал меня, он чувствовал влияние этого тока, текущего между нами. Будучи в этом потоке нашего с ним незримого соединения, такого волшебного мистического единения сквозь пространство, он ощущал блаженство и полное успокоение. Он ощущал себя на своем месте. Но когда эти мимолетные моменты соприкосновения и единения заканчивались, он ощущал сильный диссонанс со своей жизнью в реале. И это делало его бесконечно несчастным и потерянным. Этот диссонанс был для него невыносимой пыткой, но в то же время давал четкую уверенность, что его грезы о своей шакти, о своей второй половинке не были самообманом или иллюзией. Так как когда наше с ним соприкосновение сквозь пространство происходило, он явно ощущал, что вот она, его вторая половинка, она реально, она есть. И в этот момент не было никаких сомнений, так как это было больше, чем реальность. В течение многих жизней до этого он много раз звал меня к себе в ассурические миры. Но я к нему не приходила, и он уже отчаялся и думал, что зря он думал, что он не одинок в этом бескрайнем мире. Но эти соприкосновения сквозь пространство были как включение тока между двумя оголенными проводами. И там на самом деле шел ток. И ощущение этого тока бушующим потоком смыло все его сомнения и все его отчаяние и вселило уверенность и решимость. И тогда я сквозь пространство вложила ему в сознание мысль, что если я не могу к нему прийти туда, в ассурические миры, то чтобы он сам пошел меня искать. И также я вложила ему в его сознание мысль, что для успеха этого предприятия ему надо заручиться какой-то великой поддержкой свыше. Надо совершить суровую аскезу и получить великое благословение на наше с ним благополучное воссоединение. Он с готовностью и решительностью принял эти мои идеи. Он не знал, что это я подкинула ему все эти мысли в его сознание. Он думал, что это думает он, что это его идея, что наконец-таки он нашел способ перенести это волшебное мистическое единение в плоскость реальной действительности. И это выглядело логично. Если я есть, а он чувствовал это в эти моменты единения, но и я по каким-то причинам не прихожу к нему в ассурические миры на его зов, значит, я не могу этого сделать.
И значит, надо идти туда самому. Как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. И он решил пойти сам к этой горе, раз эта гора по каким-то причинам не может прийти к нему. А перед таким неизведанным путем, особенно когда идешь туда, не зная куда, искать того, не зная кого, конечно же, лучше всего будет получить благословение. И мой вечный муж решил совершить суровую аскезу и получить благословение Господа Шивы на наше с моим вечным мужем благополучное воссоединение. На самом деле это благословение необходимо было для того, чтобы смягчить фатальные угрозы от второго проклятия, которое получила я от асуров, в котором говорилось, чтобы мой настоящий муж сделал бы со мной то, из-за чего я убила тех 40 наисильнейших асуров. По этому проклятию мой вечный муж должен был жениться на мне и отдать меня в оргии своим приятелям, как сделали те 40 наисильнейших асуров, которых именно из-за этого я и уничтожила до этого. Но это несло фатальные, неисправимые, роковые последствия и для меня, и для моего вечного мужа, потому что мы с ним вечная пара. И благословение на самом деле нужно было, чтобы это второе проклятие от асуров сбылось, но чтобы при этом все прошло благополучно для нас с моим вечным мужем, чтобы не было страшных фатальных последствий, чтобы смягчить действие этого проклятия. Но мой вечный муж ничего не знал про это. Он просто решил идти куда-то в другие миры, искать меня там повсюду. И для этого он решил совершить суровую аскезу и получить благословение Шивы. Вот так проклятие, полученное мною от асуров, подарило мне с моим вечным мужем благословение Шивы. Проклятие, которое получила я от асуров, стало судьбоносным для моего вечного мужа, положив конец его нахождению в ассурических мирах и открыв для него путь в иные миры и отправив его в неизведанные дали. Это проклятие определило всю его дальнейшую судьбу, очень необычную, и даровало благословение Шивы. Это благословение необходимо было для нивелирования, смягчения действия второго проклятия, которое я получила от асуров, которое должно было положить конец первому проклятию, которое мы с моим вечным мужем получили неисчислимое количество жизней до этого. Но чтобы был резон для получения этого благословения, нужна была необходимость чего-то особенного, значительного, из ряда вон выходящего. И этим стало решение моего вечного мужа покинуть ассурические миры и пойти искать меня в других мирах, перед этим для успеха этого предприятия получив благословение. И получилось так, что благословение на наше с ним воссоединение было даровано нам проклятием, полученным мной от асуров. В следующих эпизодах я продолжу представлять историю разлученной вечной пары и их долгого пути к воссоединению. А на этом все. С вами была Светлана Винодавани, роман «Ремейк. Я жена Асура». Продолжение истории смотрите в следующих эпизодах.